В этом видео я покажу вам, как можно разогнать свой депозит, работая с OTC валютными парами, на примере своей торговли. Да, вы правильно поняли. В этом видео я постараюсь разогнать свой депозит со $120 и работать буду с 30-секундным таймфреймом, а поможет мне линия тренда и индикатор, указывающий на силу тренда. Сегодня это будет RCI. Давайте посмотрим, что из этого получится. Ставьте лайк и поехали. Вы на канале Max Pro Trading. И перед тем, как начнем, напоминаю, каждый день в общей группе я делюсь 2 раза в день сигналами для открытия сделок, и скопировав их, вы сможете немного заработать. Также со всеми желающими работаем по сигналам в закрытой веб-группе на протяжении всего дня. Используем сигналы торговых ботов, сигналы от искусственного интеллекта. И если вы хотите попасть именно ко мне в группу, сканируйте QR-код, который вы видите на экране, или переходите по ссылке в описании данного видео. Присоединяйтесь. Жду вас в Телеграме, и давайте продолжим. И перед началом работы минимально нужно настроить платформу в зависимости от метода работы. И сегодня это будет 30-секундный таймфрейм, и также я сразу выставляю 2 минуты для отработки сделок и добавляю индикатор. Теперь его нужно настроить. Период изменяю на 8, и во вкладке вид меняю значение уровней индикатора. Основную линию делаю белой и изменяю ее ширину на 2 пикселя и сохраняю. Сегодня я буду работать только в лучших моментах, и теперь осталось их найти. Нахожу хорошую ситуацию, дожидаюсь новой свечи и открываю сделку на понижение на 2 минуты с суммой $12. Это 10% от моей стартовой суммы. Итак, почему именно здесь я открыл сделку? Я увидел явно нисходящий тренд и провел линию тренда, чтобы определить нужную ситуацию. А именно, я ждал момент, когда после продолжительного тренда цена начнет изменяться и свечи пересекут линию тренда, продолжая стремительно расти. И в моменте, когда красная свеча закрылась, в индикаторе белая линия начала выходить из опасной зоны, пересекая серую линию. Если в общем я ждал момент коррекции цены после пробития нисходящего тренда. И в таких ситуациях 90% сделок я закрываю в плюс. Главное определить продолжительный нисходящий тренд и словить в индикаторе выход белой линии из опасной зоны. А дальше давайте просто дождемся отработки сделки. Моя сделка закрывается, и я зарабатываю скромные $11 за 2 минуты. Я сделал все правильно, и моя сделка закрылась в плюс. И сразу вижу еще одну неплохую ситуацию, в которой можно попробовать работать. Тут белая линия резко все пробила и вернулась в опасную зону. Я увеличиваю сумму сделки. Тут неплохой момент. И открываю сделку еще раз на понижение с суммой $24. Тут я немного поспешил, и сделка открылась в прошлой свече. В любом случае, думаю, цена будет продолжать падать. Еще раз, тут белая линия пробила опасную зону, а перед этим она вышла из опасной зоны. То есть сейчас ситуация примерно повторяется. Тут линия должна полностью пересечь опасную зону, а не просто коснуться ее, как было у меня. Цена перекуплена, и думаю, скоро она начнет падать. И такие моменты легко определить, потому что на них указывает индикатор. Это то, о чем я вам говорил. Сделку открыл раньше, чем нужно. Но также думаю, что цена будет продолжать падать, поэтому удваиваю сумму сделки и смотрю на индикатор. Ситуация нестабильная, но буду продолжать работать. И в случае выигрыша я компенсирую предыдущую потерю и немного заработаю. И с новой свечи открываю еще одну сделку на понижение на 2 минуты с удвоенной суммой. Тут давайте просто смотреть.
цена наконец начинает падать, и именно эту точку нужно было подождать изначально, поэтому в такие моменты важно уметь работать с догонами. Моя сделка закрывается, я перекрываю предыдущую потерю и зарабатываю $44. Мой баланс понемногу растет. И интересно, насколько у меня сегодня получится разогнать депозит. Давайте посмотрим вместе. Кстати, подробнее о том, как работать с догонами, смотрите в моем предыдущем видео. Нахожу похожую ситуацию и открываю сделку на понижение снова на 2 минуты суммой $48. Тут ситуация следующая. Я увидел нисходящий тренд на активной валютной паре и провожу линию сопротивления по акцентным точкам разворота цены. Цена на протяжении часа не могла пробить этот уровень, и я увидел нужный мне момент. Свеча пробила линию, а следующая красная свеча закрылась в зеленой свече с тенью ниже, что характерно для пробития и изменения цены. Но не в этом случае. На OTC много таких обманчивых моментов, на которые попадаются новички и даже опытные трейдеры. В такие моменты важно смотреть, чтобы белая линия в индикаторе пробила серую линию. А дальше давайте просто смотреть. Как вы видите, свечи начинают возвращаться. Кстати, похожая ситуация с пробитием была час ранее. Цена продолжает падать, моя сделка закрывается, и я зарабатываю $43. А если вы хотите начать торговать, но не знаете, с чего начать, переходите по ссылке в описании, регистрируйтесь, открывайте платформу, просто повторяйте за мной и зарабатывайте. Но перед пополнением не забудьте ввести мой уникальный промокод, который даст вам 50% отведенной суммы. Например, вы пополняетесь на $100, вводите мой промокод и на счет получаете 150 реальных долларов. Мелочь, но это будет особенно приятно для тех, кто только начинает свой путь в мире трейдинга. И давайте продолжим. Нахожу еще одну ситуацию и открываю сделку вниз также на 2 минуты на сумму $48. Я уже работаю с заработанными деньгами, поэтому могу позволить себе работать с этой суммой сделки. Тут белая линия долгое время находилась на границе опасной зоны. И как только она начала из нее выходить, я открыл сделку на понижение. И на 1-минутном таймфрейме примерно такая же ситуация. Белая линия в индикаторе RSI уже пересекла серую линию, так же как и на 30-секундном таймфрейме. Это является хорошим подтверждающим знаком для открытия сделки. Цена продолжает падать, моя сделка закрывается, я зарабатываю $44 еще за 2 минуты, и мой баланс уже почти в 2 раза вырос. Кстати, если вы хотите узнать, как можно сделать точнее точку для открытия сделки и как работать с индикаторами в связке, смотрите мои предыдущие видео. Я рассказываю вам о стратегиях, которые помогают вам зарабатывать, а вы лайком помогите моему каналу расти. Ну а я продолжу работать дальше. Еще одна хорошая ситуация, и тут я немного увеличиваю сумму сделки. На самом деле я стараюсь искать похожие ситуации и работать в них. Дожидаюсь новой свечи и открываю сделку вниз также на 2 минуты суммой $50. И на 1-минутном таймфрейме провожу линию тренда, чтобы четче понимать ситуацию. И тут видно, как свечи несколько раз ранее не могли пробить данный уровень и разворачивались. И в это же время в индикаторе белая линия вернулась в опасную зону и пытается пробить серую линию. Это говорит о том, что цена начала изменяться. И на 30-секундном таймфрейме четко видно свечную модель разворота цены. И после того, как она отработала, я открыл сделку, и индикатор указывает на то, что цена падает. А если вы до сих пор не знаете, что такое свечные модели и как с ними работать, обязательно посмотрите вот это видео у меня на канале. В нем я максимально подробно рассказал о том, как работать со свечами, и после просмотра вы точно будете больше разбираться в трейдинге.
И как ожидалось, цена продолжает падать, моя сделка закрывается, и я зарабатываю еще $46. Такие ситуации часто встречаются на рынке, и если вы будете часто практиковаться, то научитесь грамотно работать с рынком, избегать ложных ситуаций, и главное, сможете выйти на постоянный заработок. Трейдинг – это сложный путь к легким деньгам, и тут важно, чтобы вы для себя поняли, что хотите изменить свой вид деятельности, и трейдинг вам действительно подходит. Сделайте свой выбор, как когда-то сделал его я. И давайте поработаем еще. И сразу же нахожу подходящую ситуацию и открываю сделку вниз снова на 2 минуты с суммой $50. Тут я ориентировался на то, как свечи вели себя раньше, и на то, что показывает индикатор. Сделка получилась немного спонтанная, и чтобы прояснить ситуацию, я открываю 1-минутный таймфрейм и провожу линию сопротивления. Кстати, напишите в комментариях, что это за паттерн. И перед каждой сделкой рекомендую проводить уровни сопротивления и поддержки, пока вы не научитесь визуально их определять, потому что визуально не всегда точно получается их определить, как сейчас, например. И теперь я удваиваю сумму, и в случае, если сделка окажется убыточной, буду работать с догоном. Еще раз напоминаю, у меня на канале уже есть видео о том, как правильно работать с догонами. Посмотрите, для вас это будет действительно полезно. И как вы видите, свечи коснулись линии сопротивления и пошли на разворот. И почти в последние секунды цена резко падает. Я уменьшаю сумму сделки снова на $50. Думаю, тут движение свечей будет повторяться. Дожидаюсь новой свечи и открываю еще одну сделку вниз на 2 минуты. А предыдущая сделка закрывается и приносит мне еще $46. Тут после резкого падения цены возможно небольшая коррекция, но на общую картину, я думаю, она не повлияет. Цена немного меняется, и я увеличиваю сумму сделки в 2 раза, на случай, если придется работать с догоном. Дальше давайте просто смотреть. Последние секунды цена резко начинает меняться, но моя сделка закрывается в плюс, и я зарабатываю еще $46. 3 сделки подряд по $46, и мой общий депозит с начала торговой сессии увеличился в 3 раза. А теперь давайте разберем ситуацию подробнее. Цена не просто начала меняться, а тут образуется еще один паттерн, в котором буду работать уже на повышение. А чтобы четче было его видно, я провожу линию поддержки, и с новой свечи открываю сделку вверх также на 2 минуты с суммой $100. Тут уже четко видно, что цена будет идти на разворот, и я провожу дополнительную линию поддержки. Она нужна для того, чтобы определить возможную зону отработки цены или консолидацию, после которой будет изменение цены. Тут также может быть небольшое пробитие, как это было ранее, но как вы видите, тут хватило просто касания линии, и цена погнала на разворот. В индикаторе также видно, что цена начинает меняться, а для вас это хороший пример качественного минимального технического анализа. Если вы поймете, как с этим работать, вы действительно сможете находить лучшие ситуации и увеличить уровень своей торговли. А цена продолжает расти, моя сделка закрывается, я зарабатываю еще $92. И дам вам небольшой совет. Чем выше выплата по валютной паре, тем тщательнее нужно подходить к анализу и учитывать все факторы. Тем более, если вы будете работать с внебиржевыми валютными парами OTC. А цена до сих пор продолжает расти, пробивая уровень сопротивления. И примерно так можно отрабатывать в одной валютной паре, умея работать с рынком и со всеми инструментами для торговли в комплексе. И давайте продолжим. Нахожу еще одну ситуацию и открываю сделку вниз на 2 минуты с суммой $50. Тут уже работаю против тренда. Такие же ситуации по тренду встречались ранее, а сам тренд хорошо читается, поэтому нет смысла проводить линию тренда. Сейчас я работаю чисто с индикатором. В нем белая линия только начала выходить из опасной зоны. И тут даже этого достаточно, чтобы понять, что цена будет продолжать падать. Я дублирую сделку, и моментально открывается еще одна сделка с суммой предыдущей сделки в том же направлении с тем же временем. Удобная функция, если вы хотите быстро повторить предыдущие условия сделки.
Цена продолжает падать, мои сделки закрываются, и за первую и вторую сделку я зарабатываю по $42. Друзья, и так сможет абсолютно каждый из вас. Вам действительно нужно этого захотеть. Запаситесь терпением. Если вам не хватает мотивации, и вы устали от рутинной работы, или просто хотите что-то поменять, но не знаете, что вам делать и с чего начать, рекомендую прочитать книгу Тони Роббинса «Как разбудить в себе исполина». Именно она когда-то породила изменения в моей жизни. И для любителей ТикТока Max Pro Trading теперь с вами. Ссылку я оставил в описании данного видео. Друзья, оставляйте любой комментарий, и в следующем видео я разыграю среди вас $50, а розыгрыш я буду проводить через одно видео и буду разыгрывать $50 вместо 20, как это было раньше. Сегодня у меня получилось немного разогнать свой депозит, и мне на сегодня этого хватит. Ставьте лайк этому видео, если оно было действительно полезным для вас. Подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео, которые помогут вам заработать. Жду вас в Telegram. Пишите мне прямо сейчас. С вами был Макс. Успехов в трейдинге и увидимся в новых видео.